Двумернее кажется утопией радости, где мечты становятся реальностью. Однако на деле в этом раю орудует безумный маньяк, сшивающий идеального идола из отрубленных частей тел. Здесь есть своя версия культовой тетради смерти, а за историей верной собаки скрывается трагедия сломанной психики. И главное, какое отношение к этому списку жертв имеет сама Искра. Разберем жуткую изнанку двумерней, скрытые отсылки и сайд-квесты, которые расскажут о настоящей стороне мира радости гораздо больше, чем основной сюжет. Начнем с масштабного расследования. В двумерней орудует серийный маньяк, получивший прозвище «Убийца тысячелетия». Он охотится на представителей индустрии развлечений. Первопроходец у моста находит толпу фанатов, оплакивающих своего кумира. Оказывается, этот мост – живой айдол по имени Джоя. Кто-то напал на нее средь бела дня и варварски вырезал ей глаза. Для фантазма это почти смертный приговор. В глазах Джои было сосредоточено 90% ее силы желания. Проще говоря, глаза были самой любимой частью Джои у фанатов, и без них она обречена на медленное угасание. Джоя далеко не первая жертва. В городе уже произошло 17 убийств. Все жертвы – восходящие звезды шоу-бизнеса, певцы, комики, стримеры. И у всех преступник забирал конкретные части тела. У кого-то ноги, у кого-то уши, у кого-то, как у Джои, глаза. Причем хирург работал виртуозно, не оставляя никаких следов взлома. К расследованию подключается и старая знакомая – Искра. Первопроходец сам просит ее о помощи, ведь она – звезда-стримерша и знает индустрию развлечений как никто другой. И, к слову, Искра в этом патче присоединилась не только к расследованию. Она полноценный играбельный персонаж – стримерша, детектив и в бою хороша. Одна загвоздка. Крутить нечем, а баннер уходит. Твой самый быстрый выход – GameKey-бот в Телеграме. Пополнение по UID, без комиссии и безопасно. Нефрит на счету моментально. А если донатить не в планах, есть еще и розыгрыш, крутки, подписки и внутриигровая валюта. Лишних круток не бывает, каждая приближает к гаранту. Выбирай свой путь – донатер или любимчик фортуны. Ссылка на бот и розыгрыш в описании. Искра соглашается помочь и выдвигает жуткую теорию. Маньяк не просто коллекционирует трофеи, он собирает самого настоящего Франкенштейна. Идеального идола, сшитого из наиболее популярных частей тела других звезд. Искра использует свой актерский талант, чтобы залезть в голову маньяка, размышляя о мотивации от лица убийцы, и тем самым помогает найти зацепки. Искра предлагает обратиться за помощью к Эшвейлу, лучшему сыщику. Вместе группа отправляется на расследование. Они опрашивают свидетелей, от главы фан-клуба рестлерши, у которой маньяк забрал кошачьи ушки, до эксперта по преступному миру. Когда улики собраны, герои раскрывают дело. Все жертвы, ставшие вдруг резко популярными, тайно сделали пластическую операцию, чтобы добиться успеха. Они скрывали это от фанатов, и именно эти измененные части тела приковали к себе наибольшее внимание. Информатор Эшвейла тоже сам сделал такую операцию и указывает на клинику пластической хирургии, что подпольно работала. Именно поэтому все преступления происходили без взлома. Жертвы просто сами пускали убийцу к себе домой, думая, что это врач-хирург пришел на повторный осмотр. Зная нужную клинику, вычислить преступника – дело техники. В задании есть развилка. Игроку предлагают выбор, с кем именно ловить преступника – пойти вместе с Искрой или отправиться с Эшвейлом. Здесь раскрывается интересная деталь. Искра рьяно не хочет сталкиваться вживую с серийным убийцей, ссылаясь, что он ей противен. Если выбрать путь сыщика, то первопроходец и Эшвейл направляются прямо к главврачу клиники. Он был в курсе незаконных операций своей коллеги, но закрывал на это глаза. Правда, он не знал истинный мотив маньяка, полагая, что она лишь подпольно делает операции. Сама преступница, движимая завистью к успеху своих пациентов, возомнила себя богом. Она решила, что раз она создает их красоту, то вся их слава принадлежит ей. Поэтому она и забрала самые популярные части тела жертв. Она сама хотела стать популярной. Более того, маньяк – сама фантазм. Она хотела бросить вызов закону, который гласит, что фантазм не может создать фантазма. Ей потребовалась бы куча сил и желания, чтобы стабилизировать такую форму, поэтому она пошла на крайние меры. В финале преступница пытается собрать из украденных частей идеальное тело, но терпит крах. Искусство не терпит фальши. Части тел начинают отвергать друг друга, и монстр распадается на эфемер. Но если в напарнике выбрать Искру, события развиваются иначе. Стримерша все равно наотрез отказывается встречаться с маньяком лично. Вместо этого она предлагает использовать свое главное оружие – интернет. Искра запускает в соцсетях вирусный опрос, провоцируя маньяка и заставляя части тел в его творении взбунтоваться.
Из-за внимания людей эти части тел, что принадлежали другим существам и еще не успели подчиниться преступнице, буквально начинают грызться за тело. В итоге, после ряда страданий, маньяк погибает. Фактически, благодаря плану Искры, жертвы сами отомстили своему мучителю. К счастью, из всех частей тела глаза моста Айдола уцелели. Герой возвращает их владелице, и Джоя выживает. А Искра радуется, заявляя, что делать добрые дела весьма приятно. Следующий квест – самая жирная отсылка. Разработчики буквально перенесли в игру сюжет «Тетради смерти», приправив его аниме «Возрождающие». Если история тетради известна почти всем, то суть «Возрождающих» в том, что герои произведений попадают в реальный мир, где встречают своего создателя. Все начинается на фестивале фанатов популярного комикса «Игра в лабиринте». Первопроходец становится свидетелем спора двух фанатов о гениальной сыщице Меркатор и ее заклятом враге, мстительнице Векс. В сюжете комикса Векс – это местный Ягами Лайт. Она обладает способностью проклятия – убивать людей, просто зная их лицо и имя. Меркатор – гениальный детектив, который пытается поймать убийцу, скрывая свое настоящее имя под псевдонимом М. Но есть нюанс – их комикс так и не был закончен. Автор, госпожа Стульская, умерла 15 лет назад, не успев нарисовать финал. В итоге фанаты так и остались без развязки одного из самых популярных противостояний. А недавняя аниме-адаптация только подлила масло в огонь. Кто же победил? Ведь история оборвалась на кульминации. Меркатор расставила ловушку. Если она погибнет, Векс отправится за решетку. Но по стечению обстоятельств первопроходец встречает самую что ни на есть настоящую Меркатор в реальном мире. Из-за игр Фонтаны, когда сила желания достигла предела, Меркатор воплотилась в реальности. Таких существ, не зарегистрированных и не созданных официально фантазмов, зовут искажениями. А вместе с ней воплотился и Стул, образ самой авторши Стульской, которая та рисовала в заметках на полях. Меркатор, выступающая за справедливость, сообщает, что она не одна такая. Векс тоже здесь, явно замышляет недоброе, и ее нужно остановить. Сыщица одержима идеей найти Векс в реальном мире и арестовать ее, чтобы завершить историю. Вместе с сыщиком Эшвейлом, который оказывается фанатом фан-клуба Меркатор, герои начинают расследование и выясняют интересную правду. Векс в реальности – это женщина по имени Грушуна, глава местного телекома, и она вовсе не маньяк. Она уставшая мать семейства, у которой проблемы с мужем и приемным ребенком. Она воплотилась еще 15 лет назад, но не стала совершать никаких убийств, а выбрала спокойную жизнь. Меркатор ей не верит и считает, что Векс убила авторшу Стульскую в реальности, когда узнала, что та хочет дописать концовку, где злодей проигрывает. Но самое интересное впереди. Герой находит и самого автора. Стульская не умерла, она просто инсценировала свою смерть, потому что не выдержала давления фанатов и не смогла придумать идеальную концовку. Все эти годы она скрывалась под маской шеф-повара в одном из ресторанов. А Векс, напротив, была той, кто помог авторше начать новую жизнь, убедив ее, что не обязательно идти на поводу у фанатов. Здесь читается очевидная самоирония от разработчиков. Фанатам никогда не угодить, и идеальную концовку сделать невозможно. Такое было и в регионах самого Старрейла, да и в целом вы наверняка сможете вспомнить ряд сериалов или комиксов, где, по мнению сообщества, концовку слили, а автора смешали с грязью. Стульская все же решает написать финал прямо здесь и сейчас. Меркатор не в себе. В ее парадигме жизни она всегда была той, кто ловит Векс, а здесь, в реальности, все внезапно утратило смысл. В этой новой концовке выясняется, что Векс пыталась остановить саму себя еще много лет назад. Она наложила проклятие. Пусть Векс падет от руки Меркатор. Но ничего не произошло. Именно тогда Векс поняла, что Меркатор – это псевдоним, и она никогда не знала настоящего имени своей напарницы. Позже в архивах она нашла ее настоящее имя – Макдонна. У нее была власть убить детектива в любой момент, но она никогда даже не думала об этом, потому что дорожила их дружбой. В финальной сцене Векс произносит роковую фразу «Покойся с миром, Макдонна». Но не как злодей, а как преемник. Она обещает, что возьмет идеалы сыщицы с собой и создаст тот самый мир абсолютной справедливости, о котором мечтала напарница. Меркатор понимает, что проиграла битву, но выиграла войну за свои идеи. Она улыбается, называет это отличной концовкой и исчезает. Как итог, Векс продолжает жить обычной жизнью, теперь уже как зарегистрированный фантазм. А Стульская, вдохновленная своими героями, возвращается к рисованию, начав новую серию «Дела Меркатор». В финале же Эшвейл просит автограф у Векс. К слову, в квесте засветилась Сюэй, которая тоже оказалась фанатом комикса и самой Меркатор. Увидев концовку, она заявила, что Стульская, то есть автор, не понимает своего комикса, ведь как можно было допустить такой финал?
Это лишь подтверждает изначальную позицию Стульской о давлении фанатов. Даже судья из комиссии 10 владык недовольна каноном. Если предыдущие квесты были про шоу-бизнес и искусство, то этот про отношения. Первопроходец встречает парня по имени Сорен, который застрял внутри сломанного мехатрона. Он умоляет спасти его от бывшей девушки, которая хочет его убить. Девушку зовут Садона, и сразу стоит сказать, что она фантазм. Поначалу история кажется обычной романтической драмой. Сорен рассказывает, как он влюбился в Садону с первого взгляда, как они были счастливы, но потом она внезапно изменилась и стала агрессивной. Но чем больше герой погружается в расследование, тем неоднозначнее все становится. Оказывается, Садона не просто фантазм. Она нелегально созданное существо со сроком годности всего в 1 месяц. Сорен знал об этом с самого начала. Он лично заказал ее у художницы, детально описав свой идеал – внешность, характер, манеру речи. Так и была создана Садона – идеальная девушка по меркам Сорена. Он одержим желанием идеальной, вечной и чистой любви. Но сам он не хотел вкладываться в отношения и работать над собой, поэтому и пришел к простейшему варианту – просто создать себе эту самую лучшую девушку. Настоящая любовь – это не про простой путь, а про принятие недостатков партнера, постоянную работу над собой и отношениями, чего Сорен просто решил избежать. В отношениях с Садоной Сорен сам не знал, чего хочет. Постепенно такие отношения с куклой стали подобны прочитанной множество раз книге, отчего ему было просто скучно. Но если Садона начинала проявлять характер и пытаться что-то изменить, это не нравилось ему тоже. На деле же эта Садона вовсе не первая. Когда она просто надоедала ему своей идеальностью, он выбрасывал ее, чтобы создать новую. Сорен забрал мольберт художницы с Садоной и просто каждый месяц создавал себе новую, которая заново влюблялась, тем самым переживая вновь время новой любви. 30 жизней, созданных только для того, чтобы ублажать его эго, и уничтоженных, как только они переставали быть удобными. Но брошенные старые версии Садоны, желая отомстить за подобные отношения, оставляли друг другу подсказки. Последняя Садона нашла эти письма и осознала весь ужас своего положения. Она решила, что лучше стать монстром и отомстить, чем снова быть куклой. Тогда последняя Садона нашла свою художницу и попросила сохранить письма. Она попросила осуществить самоубийственный план, превратить Садону в искажение, чтобы обрести силу, чтобы все Садоны ожили разом и отомстили. В финале квеста улицу заполняют бесчисленные копии Садоны. Это призраки всех девушек, которых Сорен предал. Игрок оказывается перед выбором – позволить Садоне совершить самосуд или сдать Сорена властям. В первом варианте Садоны мстят, убивая Сорена, а самих Садон, как искаженных фантазмов, ликвидирует департамент. Эшвейл же обеспечит первопроходцу алиби, чтобы никто не узнал о его причастности к случившемуся. Если же вызвать департамент и раскрыть всем преступления Сорена, включая жестокое обращение с Садоной, та освободится от страданий и рассеется. Сорен сядет на пожизненное, и даже если однажды он выйдет на свободу, так называемые борцы за справедливость его не отпустят, и жизни ему не видать. Если прошлые квесты пугали, то этот заставит заплакать. Это местная версия Хатико, но с типичным для двумерней циничным подтекстом. Все начинается с того, что первопроходец встречает призрака маленькой собачки по имени Ракета. Песик просит помочь. В старом телевизоре застрял призрак, которого он охраняет. Оказывается, этот призрак – искаженная часть души его хозяйки, девочки по имени Бекки. Она одержимо пытается вернуться в заэкранный мир, а Ракета не пускает ее, пытаясь защитить от боли прошлого. История Бекки – одна из самых трагичных страниц в текущем лоре. 15 лет назад ее семья погибла во время нападения маньяка, вестника смерти. Того самого ужасающего просителя на прошлых играх Фонтаны, что вырезал 22 человека в школе, а затем в городе убил еще 150 человек. Бекки чудом выжила, но осталась сиротой с тяжелым ПТСР. Казалось бы, общество должно было помочь ей, но вместо психологов к ней пришли продюсеры. Телевизионщики решили сделать из трагедии Бекки реалити-шоу. Они выставили ее на показ как девочку, которая не умеет смеяться, и заставили участвовать в программе, где комики пытались ее развеселить. Рейтинги зашкаливали, но Бекки медленно и верно сходила с ума от горя. Продюсеры требовали от нее улыбок, фанаты писали письма поддержки, но никто не хотел видеть ее настоящую боль. Все хотели, чтобы Бекки победила горе, став победоносным символом радости, которую не сломить. По сути, на Бекки возложили ответственность за то, что она не оправдывает надежд фанатов. Нельзя вот так взять и перебороть травму.
Ей давали заучивать ответы для психологических тестов, чтобы поднимать рейтинги, якобы Бекки справляется. Шоу-бизнес готов перемолоть любую трагедию ради рейтингов. Единственным другом, который принимал ее такой, какая она есть, был бродячий песик, которого Бекки прозвала «Ракетой». Имя появилось не случайно. Последние слова матери перед гибелью были о том, чтобы Бекки спряталась, и если ее найдут, бежала изо всех сил, а мама ее задержит. Эти же слова Бекки передала псу, когда впервые прятала его от персонала съемочной площадки. «Беги как ракета, как космический корабль, а она задержит преследователей». Для Бекки этот бродяга стал единственным существом, которому она могла отдать материнскую любовь, которую сама больше никогда не получит. Ракета не требовал от нее улыбок и не ждал исцеления, он просто был рядом, тыкался мокрым носом в ее ладонь и позволял ей чувствовать себя нужной. В мире, где все видели в ней символ, Ракета видел просто Бекки. Финал истории Бекки весьма ужасен. Давление общества все же сломило ее. Не зная, как соответствовать ожиданиям публики и стать счастливой, Бекки согласилась на процедуру, известную как «операция счастья». По сути, это лоботомия души. Ей хирургическим путем удалили способность чувствовать боль и горе. Тогда, года назад, это была редкая экспериментальная процедура. Попасть на нее могли единицы. Сейчас из нее создали почти что культ, так называемую «Ассоциацию счастливых улыбок». Ее реорганизовала из общества взаимопомощи жертв Вестника смерти Желана, еще одна выжившая, ставшая медиамагнатом и владелицей Желаны ТВ. Ассоциация продвигает операцию как путь к истинному счастью. Сейчас они на каждом углу рекламируют, что достаточно одного укола. Операция Бекки прошла успешно. Бекки стала вечно улыбающимся, счастливым человеком. Но длилось это недолго. Потеря боли и страданий притупила ощущение самой жизни. Все стало пресным. Бесконечное счастье оказалось невыносимо скучным. Из-за притупления чувств она начала терять и память. Вместе с болью исчезло и то, что было ей дорого. Она забыла Ракету, которому дала обещание: «Когда вернусь после операции, мы станем семьей». Вскоре после этого, осознав пустоту внутри себя, Бекки покончила с жизнью. Пес же ждал ее до самой своей смерти, сдерживая обещания, и даже после нее, став призраком. Именно поэтому он блокировал телевизор. Там крутили то самое шоу, где Бекки страдала. В конце первопроходец помогает призракам понять друг друга. Бекки-призрак осознает, что ее истинное счастье было не в операции, а в моментах с Ракетой. Перед первопроходцем два варианта ответа для призрака Бекки. Кто она? Новая личность или все та же Бекки? Если выбрать первый вариант, призрак Бекки остается в настоящем. Она находит свое счастье вместе с Ракетой, и два призрака становятся семьей. Если же выбрать, что Бекки есть Бекки, они воссоединятся и уходят в телевизор. Но не в шоу, а в воспоминания о том времени, когда они были семьей. Исполнение старого обещания в прошлом. Напоследок пробежимся по небольшим, но ярким историям. Например, сюжет «Империи унитазов». Первопроходец находит золотой унитаз, который называет себя императором и просит примирить его сыновей – бачков управления, секретов и поклонения. И главный, старший сын – бачок-полководец. Весь квест – это одна большая пародия на пафосные фэнтези-саги и прямая отсылка к Вархаммеру с его богом-императором на золотом троне. Заканчивается все эпично, великим смывом, который уничтожает всю империю. Сампо тоже не сидит без дела. Он организует турнир по карточной игре «Космическая банда», чтобы сломать мету. Он считает, что когда побеждают одни и те же колоды, игра умирает. Но почему вообще Сампо занимается какой-то карточной игрой? Все дело в истории создания космической банды. Согласно лору, Стивен Ллойд разработал систему расчета космической боевой мощи, а упростил ее до карточной игры недотепа в маске по имени Джованни. Изначальная философия космической банды проста и гениальна. Любой конфликт во Вселенной можно решить броском кубиков. Сампо, как исполнительный и главный операционный директор игры, видит свою миссию в том, чтобы игра оставалась живой, а не превращалась в соревнование кошельков и заученных стратегий. Первопроходцу удается одолеть всех 4 драконов, так что в финале Сампо выставляет против него своего чемпиона – робота в виде желтой уточки с кодовым именем Т-800. Явная отсылка на Терминатора. Естественно, первопроходец его побеждает, доказывая, что скилл важнее любых алгоритмов. И, наконец, квест для любителей путешествий. В городе появляются странные двери, ведущие в случайные места. Двери — это порталы, созданные для недотеп в масках. Дверь — в любое место, так расшифровывается название.
Они позволяют свободно перемещаться между измерениями, а их создатель и смотритель – мастер дверей, который обитает в хранилище экспонатов таверны «Край света». Двери ведут куда угодно. Одна отправляет героя в дом кандалов на Сяньчжоу, другая – в Академию графии, третья ведет на станцию Герти, которая спасает первопроходца от падения в плохую временную линию из-за двери обманщицы, устроившей фальшивую викторину. Есть даже дверь, за которой герой встречает самого себя в медпункте, причем оба одинаково растеряны. Это забавная отсылка к двери куда угодно из Дораэмона и напоминание о том, что в мире Ахи пространство и время – понятия условны. И напоследок самый интригующий тизер патча. Вита, легендарный персонаж из Honkai Impact, лично появилась в двумерней. История связана со Звездным Странником, ее мехом со встроенным ИИ, которого она оставила в двумерней на отпуск. Без присмотра хозяйки он почти сошел с ума и запустил финальный план превращения, попытку стать новым существом. За ним присматривал Сампо, а лечащим врачом стала Искорка, которая только троллила беднягу. В итоге странник осознал свободу, возможность жить для себя. Он решил отправиться путешествовать по вселенной, но сначала захотел съесть лапши. Правда, в лапшичной его уже поджидала Вита. Так его отпуск оказался окончен, и настало время возвращаться к работе. Это уже не намеки и отсылки. Вита буквально появилась в текущей истории Star Rail. Ее полноценное появление как игрового персонажа, вероятно, лишь вопрос времени. Каждый сайд-квест двумерней – грань одной темы. Цена счастья в мире, одержимом радостью. Сорен создавал идеальных девушек и выбрасывал, когда надоедали. Бекки заставили улыбаться на камеру, а когда не вышло, вырезали ей способность страдать. Автор комикса инсценировала смерть, чтобы сбежать от фанатов, а убийца тысячелетия собирал идеального айдола из частей жертв, дабы стать популярной. Двумернее – кривое зеркало нашего мира. Одержимость лайками, фанатизм, культ успеха, пластиковые улыбки – все выкручено на максимум. В то время как за масками веселья скрываются сломанные судьбы. Обязательно посмотрите прошлый ролик по подсказке на экране. Поддержать выход новых видео можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.